Всем привет, дорогие друзья! Сегодня решили приготовить очень вкусный и полезный десерт. Это будут конфеты. Для приготовления сегодняшнего десерта нам понадобятся орехи. Мы взяли сегодня кишью, обжарили его немножко на сухой сковородке. Грецкий орех, я его уже почистил предварительно. Можете добавить сюда любые орехи, какие у вас есть, либо какие вы любите. Можете фундук там, в общем, любые орехи. Финиковая паста. Если у вас нет данной финиковой пасты, ее можно приобрести на любом маркетплейсе. Ну а взамен можно просто купить хорошие свежие финики, вытащить из них косточки и перекрутить либо на мясорубке, либо в блендере. Для украшения понадобится кокосовая стружка и шоколад, который мы растопим на водяной бане. Ну что, друзья, начнем готовить. Финиковую пасту распечатаем и отправляем в емкость, в которой будем замешивать наши будущие очень вкусные конфеты. При помощи блендера подготовим наши орехи. Разобьем их не очень мелкую крошку. Вот смотрите, вот такая вот получилась крошечка. Если остаются небольшие такие крупненькие фракции, это даже будет очень интересно в конфетах. Следующим этапом отправляем грецкий орех. Также, дорогие зрители, не забывайте, что мы есть в телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм. Я там сразу выкладываю свежие новости. И также их измельчаем. Вот тоже такая вот крошечка получилась у нас. Немножко оставим. Может пригодиться для украшения. Все, теперь нам необходимо поставить шоколад на водяную баню и растопить его. Пока у нас растапливается шоколад на водяной бане, смешаем полученные измолотые орехи. Финиковую пасту разминаем и будем порционно добавлять измолотые орехи. Раз. Добавили 7 пока столовых ложек молотого ореха. Да, финиковая паста у нас было 500 грамм. Все это хорошенько сейчас нужно объединить, размять. Так, добавляем еще орех. И продолжаем снова разминать. Ну вот, пришло время воспользоваться руками. И все хорошо это манем. Как будто готовим тесто. Пельменное тесто, потому что паста тугая.
Получилась примерно такая консистенция. В общем, на замес ушло все, весь, вернее, молотый орех у нас. И еще добавили грамм 50 чистой воды, потому что было слишком туго. И вот получается вот такая вот масса финиково-ореховая. Отщипываем большое количество заготовленной массы, скатываем их в кругленький шарик размером, не знаю, чуть больше перепелиного яйца получается. И пока на подносик. Берем следующую порцию, катаем на поднос и так далее, друзья. Из полученной ореховой массы у нас получилось вот столько вот шариков, ну, примерно на вид штук 40. В общем, на все это приготовление ушло, как я уже сказал, 500 грамм финиковой пасты и примерно 600-700 грамм уже смешанных дробленых орехов. Хотите, чтобы орехов было больше, добавьте побольше. Хотите меньше, добавьте меньше. Но не, ну, в среднем делается 50 на 50. Лучше чуть побольше орехов, будет вкуснее. Наш шоколад растопился. Видите, какой получилось? Берем сюда первый шарик, отправляем и обмазываем со всех сторон. Все. Берем вилочку, лишнее убираем и переносим на подготовленную, опять же, у нас бумагу. Берем следующий шарик и также обкатываем в шоколаде. Здесь надо работать быстро, потому что шоколад уже без водяной бани будет подзастывать. Следующим этапом будем обваливать в кокосовой стружке. Также берем шарик и бултыхаем его там в кокосовой стружке. Все, и отправляем в противень. Следующий. И то же самое обваливаем в кокосовой стружке. Если бы вы увидели сейчас, как я ел этот шоколад оставшийся. Вообще вкуснятина. Так, ну, в общем, поняли, да, смысл? И то же самое делаем в дробленом орехе грецком. Закидываем шарик, обваливаем. Немножко можно подприжать, только не испортите форму. Все. И на противень. Вот у нас что получилось. Теперь необходимо это отправить в холодильник минут на 20, чтобы шоколад застыл. И потом уже можно будет раскладывать их в формочки, там в разные делать украшения. Дорогие зрители, если вам понравился этот рецепт, с удовольствием готовьте. Пишите комментарии, я читаю, мне очень приятно. Особенно, когда пишут хорошие, теплые слова. Но не забывайте, кто не подписан, подписаться на наш канал Еда Урала. Поставить пальчик кверху, это продвигает наш канал на YouTube. Ну и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить очередные выпуски. И, как обычно, приятного аппетита, до новых встреч, дорогие зрители.